Да, Руслан? Макс, ну если никто не это самое, нет вопросов, я хотел бы еще тоже спросить. Да. Ситуация банальная, как мир. Час пик утренний, едет на работу, люди едут на работу, Ага. ты ходишь в метро, общественный транспорт, полный вагон людей, ты садишься, ну, то есть, или там стоишь, и в вагон валивается быдло. Типичное быдло, грязное, вонючее, с перегаром. И просто как бы ситуация, ты не можешь избежать его, то есть вталкивает толпа рядом с тобой его, ваши взгляды встречаются. Ты пытаешься как-то отвести взгляд, но он уже тебя выбрал, то есть он тебя выбрал как Да. психотип, то есть ты отводишь глаза, то есть ты показываешь себя слабее, да, ты просто хочешь уйти от конфликта, но он, так сказать, начинает напирать, и потом уже может словесно, вербально как-то высказать свое мнение, то есть как бы, толпа подпирает. Как ты думаешь, какое решение наиболее рациональное? То есть выйти из этого вагона, то есть попытаться как бы просто конфликт забыть, или все-таки как бы вступить в этот конфликт. То есть, ну, та ситуация, которую ты мне только что объяснял, но Ага. я хотел бы уже более конкретизировать. Как бы ты посоветовал в этой ситуации, то есть она, ну, очень часто, как бы, наверное, каждый, наверное, может это видел со стороны или тоже участвовал в этом конфликте. Как бы ты, например, повел твое решение такой конкретной ситуации? Да, смотри, есть хороший прямо конкретный прием. Надо его только отработать. Сначала надо понять, как это делается, а потом надо его натренировать и отработать. Возможно, даже у вас это интуитивно получалось, и, возможно, даже у тебя это, Руслан, получалось. Смотри, что мы делаем? Мы проводим такую внутреннюю перестройку, настройку, в которой мы включаем режим невидимки. То есть это можно разными образами, сейчас словами пытаюсь сказать, но тут главное понять эту идею. То есть мы делаем такой взгляд, как бы отсутствующий, как бы такой, знаешь, типа сканирующий сквозь, не цепляющийся ни за что. И таким образом мы становимся таким пустым местом. Понимаешь, это бывает, когда, например, ты вот идешь где-нибудь и не хочешь, чтобы тебя замечали люди. Угу. И ты внутри создаешь такое состояние, а, где как Присутствие бы... отсутствия. Да, совершенно. Ты понял, Я о чем я понял. говорю, да? Вот. Да, 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 И да. у Я тебя во взгляде ловлю. это тоже выражается. И когда ты видишь, если со стороны посмотреть, взгляд такого человека, он как бы вообще ничего не выражает. Он как бы вообще ни о чем не говорит. Там не за что зацепиться. Вот такое состояние. То есть, типа, и хорошо работает, кстати, с полицейскими, с милицейскими, вот с такими людьми, которые там, не знаю, охранники, вахтеры, ну, те, которые, в принципе, по работе, по своей, они любят цепляться там, да и со всеми вот такими быдланами тоже, которые просто считают необходимым, блин, доебаться до кого-то. Вот. Угу, угу. И когда ты входишь в это состояние, у тебя взгляд такой просто пустой, и ты как бы вот, это помогает. Это прям очень хорошо помогает. Так что вот такой способ. Понял, понял. Я Включи. думаю, мы на курсе будем какая-то у нас практика или... Ну да, такую э, невидимку включать, режим да, невидимки да, да. такой. То есть Не иногда, попробуем то это. есть Как это работает в деле. Все. да, это же нужно, то есть эти задания, которые смотри в упор. Когда они вырваны из контекста, люди думают, не понимая контекста, о чем это, они такие, типа, я советую им так вести себя всю жизнь, это типа инструкция по жизни, заповеди Божьи. Да нет, ни хрена, конечно. Это просто упражнение. А, И нужно уметь, как бы, ну, выходить из этого. Потому что это просто начало конфликта. Оно может Ну да, предполагать если какие-то... ты ему посмотришь в глаза как-то и агрессии, то есть тут уже будет уже какое-то более, ну, конфронтация, да, и развитие этого конфликта до каких-то уже более физических мер. То есть или Да, должен как да. бы уже защищать себя будешь, то есть такой тип как бы, да, людей, Второй вариант, которые... смотри, второй вариант, это вот с глазами, со взглядами, когда они пересекаются, тоже обратил я внимание, смотри, но опять же, это может быть такое субъективное. Если мы смотрим на человека, или он смотрит на нас, и наши глаза встречаются, взгляды, если мы отводим взгляд вниз, это как будто бы, как ты сказал, проявить слабость, да? Но это, опять же, может субъективно считываться. Слабость, не слабость, это все, блин, относительно. Вот, поэтому попробуй обратить внимание, куда ты отводишь взгляд. Если ты отведешь взгляд в сторону или вверх, как бы задумчиво, это тоже такой технический способ, в котором ты даешь понять этому человеку, что ты, ну, не отвернул свой взгляд по причине слабости, типа, да, а ты отвернул свой взгляд просто потому, что он в твоем поле зрения возник как некий объект из множества объектов. И ты такой раз посмотрел вот, потом взгляд перевел вправо или влево, посмотрел на другой объект, или ты смотришь на него, а потом такой перевел взгляд вверх, как будто бы, ну, ты понял, о чем я говорю, да? А когда вниз, это как будто, ну, Да, как, да, я может понимаю. считаться как подчинение, да? Да, да, Вот да, да. такие вот тонкие моменты технические. Вот, как-то так. Ну, а в принципе, если там не получается невидимкой превратиться, не получается легко скользя отвести взгляд в сторону, как бы, да, так не цепляясь, то, наверное, имеет смысл просто, да, перейти
в другой вагон.